я за шаурмой уходил в 12 ночи, она спрашивала, почему у меня нету так я долго отсутствовала. Я говорю, мам, ну я пока все шаурмичные не обошел. Сынок, какой же ты голодный. Ненасытный. Вам чё, говорит, трахаться негде? Говорит, идите домой. Я говорю, ладно, вы пошли. Я говорю, ладно, пойдем на эту кровать, уже хрен с ним. Сказал человек, который только что смеялся от того, когда Олег рассказывал, как на него нападали с ножом. Нет, ты выходишь в Краснодар, центральная улица, все увешано радужными флагами. Ты заходишь в Сбербанк, там, знаете, за место флажка Сбербанка у работника банка стоит радужный флажок. Ну что, всем привет, Гейчат снова в эфире. Не знаю, как у вас, у нас декабрь, мы уже все соскучились, я соскучился, у нас был мини-мини перерыв, и вот мы снова здесь с вами. Если вы впервые, Гейчат, это подкаст, где мы открыто говорим о важных вопросах ЛГБТ-жизни. Надеюсь, что наши видео будут для вас полезными, и поэтому, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, и тогда нас с вами будет больше. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, мы все читаем и отвечаем. Ну, а у нас вот, как всегда, новые лица на очередном выпуске. Да, сейчас будем знакомиться. Ну, во-первых, у нас Стас. Стас, вы все знаете. Стас, привет, рад тебя видеть. Привет. Привет из Лондона. Так, ну что, давайте... Из Нью-Йорка, в смысле, в Лондон. Давайте знакомиться. Начнем с Сережи. Сережа, привет. Я знаю, что ты из Лос-Анджелеса. Да, Все правильно? привет. Да. Приятно Слушай, ну познакомиться. ты актер, или ты планируешь быть большим актером, поэтому я думаю, что Лос-Анджелес, Голливуд — это не случайный выбор, да? Да, слушай, ты знаешь, такие вещи не планируют. Ты либо уже, знаешь, как вот говорила героиня Марго Робби в фильме «Вавилон», ты либо актриса, либо нет. Я понял. Вот, Ты уже да. засветился где-нибудь? Слушай, ну, да, ждите. Слушай, ну Стас, между прочим, тоже засветился. Где он только не засветился? Его можно назвать актрисой Ну, или актером? особого жанра тогда уж, если на то пошло. Мгм. Да. Друзья, все Что за жанр? ссылочки на ребят, на парней мы оставим на их аккаунты, профили, соцсети в описании, поэтому нажимайте, подписывайтесь, пишите им в директ, если у вас будут к ним вопросы, интерес. Да. А как давно ты в Лос-Анджелесе, Сереж? Слушай, ну, 2,5 года уже. Вот Ну так что, вот время летит. добро пожаловать. Да, отлично. Да, Хорошо. Друзья, могу сразу хорошо. сказать, что тема, эфира, которая сегодня у нас будет поднята, предложил именно Сережа. Сейчас мы как раз с него и начнем, но познакомимся с Кириллом. Всем привет, меня Кирилл зовут. Привет, Кирилл. Слушай, ну ты тоже в Лос-Анджелесе. Да, У тебя из нас тоже в всех Лос-Анджелесе. самое новогоднее настроение, судя по елке. Да, и тут у меня еще игрушка есть Love is Love, поэтому я в теме вообще по полной. Что за игрушка? Love is Love. Love Вот. is Love. Все, супер, Да, отлично. все вообще по-экстремистски. Кирилл, я очень рад, что ты подключился к гей-чату тоже. Вот и у Сережи там яйца Фаберже радужные. Отлично. Нет, это brain, это мозг. Да. Это радужный Экстремистский. мозг. Кирилл, я частично слежу за твоей активностью, не только твоей, всего сообщества в Лос-Анджелесе, насколько это возможно. Я принимал участие в некоторых твоих голосовых чатах, что было очень классно и полезно. Я люблю такие вещи. Вот. В принципе, спасибо за твою деятельность и всех ребят, кого ты собрал вокруг. Я знаю, что вашему сообществу уже исполнилось 2 года, который существует в Лос-Анджелесе, вы называете его «Наши в США», да? Расскажи, Мгм. пожалуйста, про то комьюнити, которое... Чем ты занимаешься в свободное от работы время? Работаю. Да, да, как ты помогаешь ЛГБТ людям в США, в Лос-Анджелесе? Ну, сейчас моя основная деятельность — это заключенные. Потому что у нас сейчас основной вектор внимания, он направлен на
ребят, которые сидят в детеншене, у нас их по списку 53 человека. У нас часть людей вышла, часть зашла из Мексики в Америку, и поэтому вроде бы как бы отминусовалась, но тут же и приплюсовалась. Поэтому у нас порядком еще 20 ребят находятся в Мексике, вот, и мы ждем, что они тоже в ближайшее время перейдут, потому что у них уже там приличные достаточно сроки. Вот, и поэтому основная моя задача сейчас это заключенные, вот, потому что их обстоятельства достаточно тяжелые. Особенно это отягощается тем, что у нас есть ВИЧ-позитивные парни, которые тоже находятся в тюрьме и которые, например, выиграли суд, но их не отпускают. Вот, поэтому вся моя деятельность, она связана вот с заключенными. Сижу и думаю, как им помочь. Потому что они звонят, рассказывают свои тяжелые обстоятельства, и я просто не могу оставаться в стране, нужно что-то делать. А сколько ты находишься в Лос-Анджелесе, когда ты приехал? Год уже. Год. Вау. Год. А звучит, знаешь, такое ощущение, что ты там уже давно пашешь, так сказать, волонтеришь в этом направлении. Год за 7. Год за 7, да, вот именно такое ощущение, да. Слушай, так, друзья, вообще вот эту тему про ЛГБТ-сообщество, она как-то мне не пришла в голову, мне много всяких тем уже заготовлено, но эту тему, одну из которых предложил Сережа, и это очень прикольно, очень классно. Я прям сразу обеими руками поддержал Сережу в этом плане. Почему тебе эта тема стала интересна, Сереж? Ты знаешь, я, кстати, на самом деле думал, что это будет самая неинтересная тема, поэтому я, на самом деле, очень удивился, когда тебе она понравилась, и когда ты меня именно в эфир на нее пригласил. Почему она конкретно меня интересует? Как раз-таки из-за того, что она очень такая controversial, то есть неоднозначная. Я немножко включаю... Как ее зовут, эту женщину? Fabric. Fabric, да, вот эту женщину включаю. Отнеситесь, пожалуйста, зрители, с пониманием, это не специально. В общем, Зоя Виксельштейн, вот. Потому что я, когда переехал, когда начал готовиться к своему защите своего кейса в суде, чтобы немножечко восполнить все свои воспоминания, чтобы они стали более такими живыми, чтобы я мог их зафиксировать на бумаге, я начал просматривать YouTube и смотреть как бы своими глазами из США на свою жизнь в Белоруссии, ну и в целом в бывшем СНГ, как это все вот выглядит. Оказалось, что на самом деле не так много контента, то есть что там несколько буквально этих видосов, которые можно посмотреть на эту тему, таких достаточно обширных. И я понял, что очень большое количество людей в сообществе, во-первых, сами себя отрицают сообщество, отрицают каких-то субъектов внутри сообщества или там, ну знаешь, вот этот вот типа вот я гей, но я поддерживаю, чтобы не было гей-парадов, потому что зачем это смотреть детям? И вот ты понимаешь, что в голове у всех у нас много чего творится, чего мы сами даже не понимаем. Особенно, когда ты там внутри находишься этого всего, ты даже об этом не задумываешься. И как одна из тем, это вот как из-под тем, что я, например, никогда не читал вообще даже новости об ЛГБТ, то есть никогда не был не подписан ни на какие сайты, ничего не читал, не смотрел вообще. И мне кажется, огромное количество таких людей, которые, ну вот типа, даже не следят за тем, что происходит в мире, не хотят ничего знать, и для этого есть там, я думаю, мы об этом позже поговорим, почему так происходит, но вот сам факт того, что вот то, что в голове у нас происходит какой-то там микс самоотрицания, вот это вот то, что мной движило в первую очередь о чем поговорить, потому что для Супер, меня это самая актуальная тема, да. супер. Стас, тебе уже есть что сказать?
У меня всегда есть что сказать. Давай, у меня тоже есть, но я дам тебе А, возможность, да. Я как-то раз брал интервью, у меня была такая рубрика, типа, пообщаться с натуралами и про их мнение. И там один парень сказал, я тебе прям вырежу эту фразочку и тебе скину, если тебе посчитается нужным, ты ее вставишь сюда. Он сказал, что самые главные гомофобы — это геи. Я такой думаю, какую чушь несет. А потом начал сидеть и думать об этом, и я, в принципе, с ним на 100% согласен. Я вот буквально недавно тоже там написал пост, и там что-то как-то в комментариях у нас разразился гром. Меня выбесило, как парень один, поднялась тема препов, и чувак спрашивает, а ты где, говорит, брал? В спидушниках? Я говорю, где? Он, ну, в спидушник. Я говорю, что значит спидушник? Я просто искренне не понимаю. Он говорит, ну, типа, оказалось, что спидцентр, он называется спидушник. Или спидосник, ну, как-то так. Я говорю, а почему ты так говоришь? Я говорю, то есть, я говорю, это единственное, что вообще светлое есть в России в ЛГБТ, что люди помогают людям, дают терапию и не дают сдохнуть, и как бы еще дают бесплатно и так далее. Ты называешь это спидушник, простите за мат. Вот, и оно как бы, и опять же подтвердилось, и я думаю, что люди реально, вот как Сергей сказал, что сами себя не принимают, и их бесит особенно, когда кто-то себя принял и открыто себя ведет, и их раздражает это вдвойне. Какой-нибудь Милонов, стопроцентный, который гей, который думает, ага, вот там есть Милана Петрова, есть Житковский, есть еще кто-нибудь, ах вы суки, я так не могу, придумаю я вам закон, чтобы вы там все сидели по домам. Ну, как бы, и это только и подтверждает всю вот эту теорию про... Некоторым натуралам настолько плевать на геев, ну, то есть, все думают, что главные гомофобы — это натуралы. Ну, вот, То есть ты хочешь сказать, что сами геи закрытые, ну, такие полуоткрытые, их раздражает, что кто-то занимается какой-то гей-активностью? но они не могут себя принять и бесятся, что кто-то смог, и вот еще и перед глазами маячат. Ну, они открытые геи, да, то есть мы не говорим про латентных, которые совсем закрытые там, а именно вот, то есть они как бы геи, правильно, но они типа, да зачем нам вот спеццентр, ну зачем нам парады, да, вот и так далее, зачем нам гей-чат на ютубе? Ну, вот я не знаю, Да. конкретно это какие-то психологические внутренние проблемы, непринятие себя, и вот поэтому все, что с этим связано, их раздражает, потому что они не могут полноценно вклиниться в это общество, так сказать. Супер, понял, хорошо. Кирилл, что ты думаешь по этому поводу? У тебя подобные чувства? Чем ты в России занимался? Как твой опыт в России с ЛГБТ-жизнью? Насколько он был ярким, представительным или отсутствовал вообще? Ну, слушай, ну, давай начнем с того, что я вообще из маленького городка в Сибири, и я в 2017 году я переехал в Москву, потому что, ну, в какой-то момент мой город, он вообще стал для меня очень таким маленьким в контексте каких-то перспектив, возможностей. ЛГБТ-комьюнити там было достаточно токсичным, и оно состояло из таких, я сейчас вот прям максимально прошу прощения, но я вынужден сказать, маргинальных вот слоев каких-то, что это, ну, чувствовалось очень небезопасно, потому что я один раз был blackmailed, и я встретился с парнем, и наша с ним встреча была записана на видео, и он потом меня шантажировал, поэтому в какой-то период времени я просто решил, что я больше ни с кем не встречаюсь, но потом я придумал такой ход конем, и я начал специализироваться на приезжих. Соответственно, там приезжали всякие мужики в командировки, и вот я с ними тусовался. И это было самым оптимальным вариантом, потому что вы встретились, там пару дней потусили, он уехал там к себе, к своей жене домой, а ты спокойненько продолжаешь свою жизнь у себя дома. Я думал, ты сейчас скажешь, что ты, типа, уже их записывал на видео, и их же даже... И женам отправлял. И женам отправлял, да. Подписывайтесь на мой OnlyFans. Слушай, женатик, ребят. Слушай, а парень, который тебя снимал на видео, он был гей? Ну да, он был танцором в клубе, там у нас был, в нашем городе был клуб. Да. Я вот пытаюсь понять, чем он пытался, а в чем шантаж, собственно? У него такой Да. хороший размер, что он именно тебя шантажировал, а себя он Вопрос разве не в не этом.
Слушай, это может быть сейчас, конечно, звучит очень смешно. Мне было 18 лет, и вся эта, вот тогда прям я помню те свои чувства, когда я осмелился пойти в полицию со всей этой Да, историей. вау. Ну, слушай, я как бы, знаешь, вот этот момент срабатывает, когда тебя загоняют обстоятельствами в угол, и ты как бы здесь вот, у тебя есть какой-то вот такой вот, это, знаете, в кино особенно бывает, когда там главный герой сидит в отчаянии, знаете, а потом такую музыку пускают, такую какую-то мотивирующую, и этот главный герой такой думает, ни хрена, суки, я не сдамся. И вот это вот примерно моя история была. Подожди, мне кажется, Я очень важно уточнить, что конкретно было на видео. Я пока вообще не понимаю, что, ну, записал он тебя на видео, и что Кстати, там да. на видео? Нет, наше, так сказать, сексуальное приключение было полностью записано во всех Ну, подробностях. так хорошо, он же тоже там был записан, и в чем тогда Да шантаж? неважно. Там было видно все. И послушай, в моем городе А можно, это можно опасно. нам, пожалуйста, нарезочку в эфир опустить? Нарезочки нету. Я к Он тому, что применил... какой смысл Я таким... заплатил за это видео, и он удалил его при мне. Подожди, а как он мог тебя шантажировать, если он этим видео мог и себя скомпрометировать в том же... Вот, да, так вот и мой вопрос был об этом. Может быть, он выступал в Ну, там, качестве, видимо, не знаете, было логической подставного... подоплеки, наверное, в тот момент. Ребят, вы задаете вопросы, которые тогдашнему Кириллу были непонятны. Тогда у Кирилла была одна задача – оставить эту историю приватной. Точка. И поэтому тогда мне было вообще ни хрена не сладко. Я тогда вот, наверное, постарел лет на 200 сразу, потому что, к камин-ауту я не был готов. Город маленький, меня будет знать каждая собака. И мне эти подробности вообще были нахрен не нужны. И потом я переехал в Москву, возвращаемся к моей истории. И да, ну то есть, если я встречался с мужиками, то я маме там всегда врал, что я иду за шаурмой, и на 3 часа я типа пропадал где-то. Вот. Ну, шаурма была хорошая. Такая толстая, аппетитная, горячая. Ну, В какой-то можно степени ты не врал. позавидовать, можно позавидовать. Слушай, ну вопрос рабочий на самом деле, потому что, типа, я за шаурмой уходил в 12 ночи, она спрашивала, почему меня нету, так я долго отсутствовала. Я говорю, мам, ну я пока все шаурмичные не обошел, понимаешь? Но я возвращался домой всегда с шаурмой. То есть одной порцией не заканчивалось, потом весь этот майонез Она, нужно было наверное, как-то, говорила, значит... сынок, какой же ты голодный. Ненасытный какой. Ненасытный. Ну, вообще с регионами есть такая, да, история, что из-за того, что там мало людей, маленькая комьюнити, все друг друга знают, и я вот я обожаю ездить по регионам. Когда была пандемия, ковид, я такой думаю, что делать? Поеду куда-нибудь, вот, погастролирую, так сказать. И это так классно, потому что там очень часто сидят прикольные мужики, супер скрытные, которые, ну, типа, прям супер-супер. И вот они тоже как раз-таки вот любят встречаться с приезжими, потому что они с тобой встретились, ты уехал, и тайно их, типа, увез с собой, и все. И они там живут, типа, в безопасности. Ну, в общем, да, я уехал в Москву, и в 2018 году я сделал камин-аут, и с этого момента как бы я жил открытую абсолютно жизнь. То есть, понятное дело, я не кричал на каждом углу, что я гей, да, там у меня не было этого. Но если мне задавали вопросы, то я с удовольствием их обсудил бы, если я понимал, что вопрос моего оппонента, он задан не с точки зрения, чтобы, ну, типа, я хочу знать, ну, знаешь, типа, что-то такое очень противное, мерзкое. А из рубрики «Я интересуюсь тобой, мне правда интересна твоя жизнь». Вот если это я ощущал, что это вот в таком уважительном тоне, да, я с удовольствием расскажу о себе. Но самое интересное, наверное, следующее, потому что двое из моих бывших, они оказались латентными геями. Ну, то есть все это время, да, мы такими были, не латентными, неправильно сказал, закрытыми геями, то есть они из рубрики «Мы геи дома». Тогда я абсолютно был согласен на такие инсценуации, потому что, ну, думал,
ну, типа, ну ладно, мы будем геями дома. Вот. А потом, когда у меня был бойфренд из Голландии, я ездил в Германию к нему, то он для меня стал некой формой открытия, потому что давай скажем так, ну, то есть я понял, что такое публично проявлять свои чувства. И это вот это очень-очень круто. Поэтому вот после своего вот этого голландца я уже понял, что вот эту историю быть геями дома я точно не соглашусь. Ну, то есть никакого, давайте я поясню, никакого там активизма из рубрики «я пойду на баррикады с радужным флагом» у меня не было, абсолютно. Я жил обычную свою жизнь и все. Очень интересно, чем закончилась история с полицией, почему тебе по итогу пришлось заплатить за это видео? А полиция мне сказала, что мы с пидорами не работаем. Ну, понятно. Ужас. Слушайте, ну можно короткую ремарку? На самом деле я удивляюсь, насколько истории схожи. У меня в Москве был, собственно, случай незадолго до отъезда оттуда в Америку. На меня нападал гей с ножом в квартире. Забавно. Обычно ждешь это от гомофобов, а тут от гея. Ну, вообще было не забавно. Было Да, это он вообще не был забавно, да. пьяный. Прости, Да, но он это был... звучит забавно. А почему нападал? Просто Почему? пьяный был? У него была какая-то мотивация? Мне кажется, был неадекватный. Я не думаю, что это можно как-то вообще оценить, эту ситуацию. Но Мгм. я тоже пошел в полицию, написал заявление. Никаких... Ну, то есть там не фигурировало то, что там кто-то гей, не гей, потому что, ну, у нас не было никаких с ним там связей или что-то. Ну, то есть Мгм. мы просто снимали вместе квартиру. Вот. Но когда это произошло, я был, конечно, в полном шоке. Кстати, наверное, одной из финальных точек это было то, когда там какого-то, не знаю, 23 декабря я был в клубе «Центральная станция» в Москве, и там в 1:30 ночи, какие знакомые сценарии, да, завалились ОМОН, закрыли клуб, и мы там сидели несколько часов, и меня забрали. Им нужно было, типа, забрать там, условно, 12 человек, и им показалось, что я под какими-то веществами, хотя я никогда ничего не принимал. И меня забрали в в отделение. В общем, короче, я понял, что я уже и в клубе не могу себя нормально чувствовать. Короче, это куда же мне деваться? Поэтому я спустя несколько месяцев переехал в Америку. Да, как-то прям вот годы идут, а Хорошо. истории все те же. Вы видите, да? Ничего не меняется. Да, да. Кстати, Ну, хочется сказать, полицейский... что хорошо, что, видишь, как-то такие неприятности взял и Слу- переехал в США. Да, что случились раньше, честно говоря. Хорошо, что вот мне не пришлось ждать 2024, 2023 года и так далее. Да. Да. Кстати, про полицейских я не знаю, как сейчас, но вообще на самом деле они не все вот прям так негативно относятся, раз на раз не приходится. У меня был такой случай, я встречался с парнем, и я говорю, слушай, я говорю, мне так надоела эта вонючая кровать, я говорю, хочу экстрима, хотя я вообще человек не любитель экстрима. Он такой говорит, типа, да ну я не хочу, я говорю, пойдем. И мы поперлись на какую-то автостоянку, которая там где-то была, там стояли какие-то КамАЗы. Я говорю, вот, давай здесь прям. У меня в Ух, одном танец маска, в другом у меня поперс. И тут подъезжает полицейский автомобиль. Я думаю, ёб твою мать. И Значит, говорят, можно с вами? нет, и они выходят вдвоем, вот так нас разводят, и нам задают одни и те же вопросы, а мы, естественно, даем все разные ответы. Он такой, что у тебя в карманах? Я говорю, вот и вот. Он говорит, ты куда ты с таким набором пошел? Я говорю, гулять. Он такой, вам что, говорит, трахаться негде? Говорит, идите домой. Я говорю, ладно, ладно, говорю, мы пошли. Я говорю, ладно, пойдем на эту кровать, уже хрен с ней. И ничего, нормально, он посмеялся над нами, отпустил. Вопрос, а какой это год был? Знаешь, что телефон не взял, да? 2014, мне кажется. О, Ну там еще ну, допустимо, наверное, так реагировали они. А он так У на ме- поперс еще говорит, это, говорит, чтобы все расслабилось, да? Я думаю, думаю, откуда ты все знаешь? Видишь, да, так я же говорю, я говорю, странно, что телефон не взял еще. Типа, ребят, приглашайте в следующий раз вместе. Я это еще, может, поставлю ребят каких-нибудь, окружу территорию. Так, это у меня разгулялась уже фантазия. У меня все позитивные истории про полицию только здесь. Ну, в смысле, одна. Я шел на Куачеллу, шел, значит,
в юбке, значит, шел с крестиками на сосках, в шляпе, и, значит, шел я с другом, и стоял шериф, и такой говорит, блин, такой классный у тебя лук, говорит, я говорю, спасибо большое, говорит, хочешь, я тебе дам наклеек шерифа, и там такие вот звездочки, и он мне дал, типа, там, отмотал со своей ленты и дал мне наклеек шерифа, и я себе их наклеил на машину, знаешь, думаю, чтобы не взламывали у меня их эти homeless. И классно. Так приятно, да? Шериф дал наклейки и сделал комплимент. Ребят, ну слушайте, но как будто бы вопрос или проблема озвучена. У меня вот Да. по поводу ЛГБТ-сообщества, у меня такой вопрос, наверное, общий. Возможно ли ЛГБТ-сообщество в России и возможно ли русскоговорящее ЛГБТ-сообщество не в России, за рубежом, в эмиграции? В Европе, в США. Я бы хотел сделать ремарку, что токсичные геи не только в России бывают, поэтому... Да, это 100%. И ты знаешь, я, кстати, хотел сказать такую фразу вот по поводу геи главные гомофобы. Вот. На самом деле я даже слышал расширенную версию, что, условно говоря, евреи главные антисемиты, феминисты главные антифеминисты. И вот в каждом таком направлении те, кто находится глубже всего в теме, они как бы больше всего это и осуждают, на самом деле. Опять же, смотря что ты имеешь в виду. Если мы говорим про сообщество, то в моей голове сообщество как соцгруппа и комьюнити – это все-таки разные вещи. Потому что если мы говорим про комьюнити, это, наверное, больше такая история про, ну, давай сейчас я очень грубо скажу, про некий тимбилдинг, да. А если мы говорим про сообщество, то оно как бы существует, но то, что нас, ну, как бы, на мой взгляд, то, что нам вот есть одна большая проблема, это то, что у нас вообще в принципе нету вот этой солидарности друг с другом. И мне кажется, что это основная какая-то вот тема, потому что мы все настолько долгое время жили каждый в своем шкафу, что вот этот, даже если ты сделал камин-аут, то шкафчик еще теплый, понимаешь? И ты как бы не можешь себя представить, что ты часть чего-то там. Есть такой интересный момент, как у нас было в нашем комьюнити пару таких токсичных геев, которые сказали, что вы здесь построили секту. И кто-то думает, что когда ты строишь комьюнити, да, то это вот что-то наподобие какой-то секты с правилами и так далее. Но правила действительно это нормальная часть любого сообщества, особенно, опять же, ты делаешь видео сейчас на YouTube, предположим, да, и мы тут сейчас начнем нарушать правила комьюнити на YouTube, твой канал просто снесут. Независимо от того, там у тебя там 1000 подписчиков или несколько миллионов, это не важно. Если ты не соблюдаешь эти правила, то как бы ты идешь нахрен. Вот здесь та же самая тема. Вот. Но построить-то возможно. На самом деле мне больше всего всегда в любом комьюнити мне всегда жалко классных, искренних, добрых, честных ребят, которые они, ну, действительно хорошие, потому что есть прослойка такая, да, в любом комьюнити, это вот эти вот токсичные геи. Я сейчас читаю очень крутую книгу, я забыл автора, если честно, называется Velvet Rage, и вот там как раз доктор, там, он, по-моему, психотерапевт, он пишет о том, через что проходят геи в гетеросексуальном мире, и вот он там как раз рассказывает о том, через какие этапы проходят. И форма токсичности, это вот как раз оттуда же берется на самом деле, потому что это компенсация того страха, через который прошел тот или иной парень. И, ну, порой вот эта токсичность, она настолько разлагающая, что очень сложно с этим бороться. И люди, которые с этим сталкиваются внутри комьюнити, они просто решают больше вообще не соприкасаться с этим сообществом, потому что они не хотят жить вот среди вот этого дерьма. И поэтому, ну вот честно, у меня вот мой опыт, он просто сводится к одному такому тезису: Господи, сколько трешенины приехало.
Потому что, казалось бы, знаешь, бегут все, но вот такое ощущение, что столько трэша бежало, и ты думаешь, ну как вообще, как можно? Но приходится работать с тем, что есть, поэтому здесь без вариантов. Какой синоним слову солидарность? Ам, А то звучит как по-советски. Ну, солидарность это, ну, термин Эмпатия. такой. Нет, это не про эмпатию, это, наверное, про единство, я бы сказал. Потому Ну, что, типа пойти побухать вместе. ну, почему бы и нет, и солидарности тут, А в этом еще, вопросе. хорошо, и что еще? Не, Если почему уж мне не так. нравится слово солидарность? Видишь, там мужская солидарность, женская солидарность, ну типа... Это мы И- часто практикуем. И тимбилдинг тоже. Да. Был бы милый рядом, я понял. Вообще, мне, кстати, я вот только сижу, прям и думаю об этом, и мне кажется, я понял, почему еще геи такие гомофобы, потому что геи друг друга зачастую воспринимают как конкуренты. Мы все друг для друга конкуренты. Это вот как бабы за мужиков, так и мужики. И вот яркий самый пример наглядный, который, уверен, видели все много раз. Вот на какой-нибудь групповухе. 2 пассива, 1 актив. Пиздец. Такой драки за член не видит В никто смысле? никогда. Дайте мне 2 и все. Какие вопросы? И еще 2 позовите сверху. Кого? Спасибо. Ну, это видишь ты такой, ну вообще вот в обычной, вот я такой наблюдал миллион просто раз. Вот это просто вот конкуренция, и поэтому начинается вот эта вот э, токсичность. Ну, Ну, если бы хотя бы они до этого доходили. Ты знаешь, Стас, на самом деле все очень более примитивно, мне кажется. Ну подожди, ну вот смотри, я, например, я вот веду там свой Телеграм или YouTube канал, и мне иногда пишут откровенную херню, которая вообще вот, ну, нет никаких оснований. Я сижу и думаю, ну вот что вообще сподвигает человека зайти? Он мне пишет, как невозможно на тебя смотреть, но он же зачем-то заходит и смотрит. То есть, ну как Мгм. бы, и вот начинает писать какую-то херню, там, всякую разную. И я вот думаю, ну вот так что... это же не про то, что он с тобой конкурирует, это про то, что он увидел в тебе, то есть ты понимаешь, да, это на самом деле великая какая-то вещь, когда ты понимаешь, что если на тебя человек нападает, то это больше про то, что он в тебе видит то, что он, Чего по себе не сути, есть разрешает. в нем. Вот в чем Так нет, ну прикол. почему нет? Доля Конкуренция в том, что ты открытый, тоже есть, публичный, у потому тебя что есть жизнь вот мне последний сексуальная. комментарий писали. Ты вот жирный, почему тебя есть, а меня нет? Ну вот, как бы это что, не конкуренция? Ну как бы, прямым текстом вот мне пишут вот такие вещи. И как бы... Ну, все, что я могу тебе сказать, то я тебе сочувствую, что тебе такое пишут. Это А меня нехорошо. это А веселит. Слава богу, меня это никак не так задевает. его же, понимаешь, его же, чего ему сочувствовать-то? Вот на коне-то в итоге он Нет, остается. слушай, я сторонник того, что, ну, Охуенно. по-хорошему говоря, никто не достоин вообще услышать какой-то хейт в свою сторону. Я очень сильно это воспринимаю, потому что я ребенок, прошедший через буллинг. И я каждый раз, когда я слышу какие-то такие истории, я их не могу воспринимать на фан, потому что это до сих пор такая же, ну, знаешь, такая кровоточащая рана. То есть, понятно, она зарубцевалась, там я уже с этим работаю много лет, но воспринимать хейт, буллинг через призму смеха я не умею, потому что это бьет, это очень сильно бьет. Сказал человек, который только что Что? смеялся от того, когда Олег рассказывал, как на него нападали с ножом. Нет, я смеялся немножко над другим, над тем, что обычно ты ждешь пиздюлей от гомофобов, а тут ты получаешь пиздюлей от гея. Но это реально такой, знаешь, диссонанс для меня. Да, А то, что он прошел Ну через и- опыт, поехали. И тебя на видео Сочувствую. снимал тоже гей, понимаешь? Привет геям ну, в так он России. ублюдок. Спасибо, что Так он смотрите ублюдок. нас. Мгм. И ставите, что вы там ставите. И пишите свои хитрские комментарии. По поводу, да, вот Стас, я поддерживаю Стаса, я как раз вот хотел то же самое сказать, что я себя очень в начале своей гей-карьеры, можно так сказать, очень сильно сепарировал от сообщества, и официальная причина была то, что мы, типа, вот я там сходил первый раз, типа, условно, в гей-клуб, увидел там каких-то пьяных, танцующих на каком-то холодном бетоне, дешевого там помещения людей, мне стало неприятно
типа я подумал, что я выше этого, вот эта вот вся история. Но на самом деле мне кажется, что мной как раз-таки двигало то, что я боялся той самой конкуренции. То есть на самом деле в голове у меня было не то, что я против этого гей-клуба, а то, что я каждого человека в этом гей-клубе воспринимал как своего конкурента, мне кажется, да, ну, со своим парнем. И поэтому я типа со своим парнем туда никогда не ходил. То есть, блин, как жалко, что раньше не было терапии или денег на нее. Вот. Так столько можно было счастливых лет жизни прожить. Кстати, не уходя в тему терапии и психологии, я так понял, что и Кирилл, и Сергей, и я, мы все посещаем там психологов и так далее, да? Потому что прям сегодня кто-то даже был. Мгм. Я ни У разу. меня, кстати, американец, у Стас меня ни две, разу. у меня белорус мой, терапевт в Беларуси мы продолжаем сессии до сих пор. И вот у меня сейчас новый в США, тоже на английском языке, и он, кажется, гей. И он афроамериканец и гей, и это вообще какой-то такой интересный опыт у меня в Мальчик, жизни ну ты вообще. поаккуратнее. Ты аккуратнее. Что? А Стас любит таких. Он в отношениях, он в отношениях. С кем? С мужчиной или женщиной? Я же говорю, он походу гей. То есть ты знаешь, что он в отношениях, но ты не знаешь с кем? Да, я не спрашивал, но он говорит, мы с партнером, ну, только гей называют. Какой-то у тебя закрытый психолог. Не-не-не, просто Слушайте, геи же если он называют Я своего скажет, надеюсь, парня что он про он тебя партнером. хотя бы знает, что ты гей. А Ну, то в в Англии, этом кстати, как... тоже очень любят говорить не boyfriend, а partner, поэтому... Да, straight, я ни разу не слышал вот straight. Ну, хорошо. Сереж, Я если даже он вот... скажет, что он в отношениях с человеком, знаю, у него партнер мужчина. Что он приехал из СНГ. Если он избегает формулировок, Любимый она, да? человек, да, 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 говорит. да. Мы были вместе, Это да. да, с моей парой. Слушайте, Ну вот но в продолжение, извини, сейчас перебью, вот в продолжение того, что Сережа сказал про гей-клуб. Я помню, когда я в первый раз пришел в гей-клуб, я пришел с своим друганом, это был Мона, и, конечно, для меня вообще вот все вот, это что-то, ну, то есть я, знаете, такая Фрося Бурлакова, знаете, из Горно-Алтайска, я просто пришел, смотрю на вот это, и, значит, там, если вы помните, идет вот балкон, где, ну, курят, и дальше как бы проход идет направо, и там не курящая зона была. Забавное, конечно, расположение, да, то есть не курящий проходит через толпу курящих. И, короче, мы сидим такие, все болтаем, и тут приходит охеренный мужик, просто обморочный, весь в дольче одетый. Ну, то есть там просто глаз не оторвать. А у меня дружбан, он такой 1,65 м в прыжке, знаете, вот это все. И он такой сидит, Илюшенька такой, значит, что-то мы с ним разговариваем, и этот чувак подходит, и из него просто выходит, ну, то есть у него такое, знаете, альтер-эго просыпается, а это женщина. Вот прям откровенная женщина, такая феминная, такое феминное проявление его. И он садится к нему на колени, то есть, а там амбал просто вот накачанный, перекачанный. Он садится, эй, подруга, вот это все. Я такой думаю, что ты, куда ты? То есть для меня это был такой диссонанс. Потом я пришел как-то раз в центральную станцию. А у меня знакомая Авива Израиль Нашер, и мы, значит, она мне такая говорит, пойдем типа в клуб. А я никогда не был вот на травести-шоу, я этого никогда не видел. Максимум, что я видел, это переодетого мужика в Снегурочку в детском саду, знаете, это мое первое травести-шоу было. Я Вот. такого не видел. У нас было такое. Вот. И мы, значит, заходим на балкон, и я просто, ну, то есть для меня это тоже была некая форма диссонанса, потому что я вижу людей, которые ведут себя там гиперфеминно, да, например, там такие вот эти манерные какие-то истории, хотя я сам манерный был в каком, ну, как бы был какой-то период такой, это сейчас я могу типа сбыдлить, а раньше прям это тоже было очень, ну, так, гиперболизировано. И в какой-то момент я понял, ну, то есть, потому что если ты парень из региона, и ты приходишь в гей-клуб, и ты смотришь на вот это все, то для тебя, конечно, это некая форма шока. Потом только я переработал эту информацию, и я понял, что это единственное место на самом деле,
где ЛГБТ-представители могут быть собой. То есть они всю неделю делают вид, что они такие мускулинные гетерасты, понимаете? И тут они приходят, девочки, я на районе, понимаете? И Девочки, я поэтому, тону. Я тону. да, ну, то есть я просто понял, для себя я как бы понял, что типа это их единственное, это наше единственное место, где мы можем проявлять себя. И поэтому в России, конечно, гей-клубы имеют такую форму вот этой безопасной территории. Понятно, что уже это не безопасно нифига. После того, что произошло вот на Медне, да, то это уже нифига не безопасно. Но тогда это действительно очень хороший ресурс, где ну, человек мог себя перезагрузить, я бы сказал. Слушайте, но просто ремарка, не знаю, я помню свой первый приход в гей-клуб в Санкт-Петербурге, это была центральная станция. Не знаю, у меня как-то все время было весело. Я общался, знакомился, флиртовал с мальчиками, чем там занимались в туалете. Даже выступал один раз Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, ты, Да. собственно, поэтому и организовал этот чат, потому что ты social такой. Ну да, то есть у меня как-то, я вот не помню, чтобы там какой-то конкуренции, то есть я как-то использовал гей-клубы по назначению. Если была темная комната, я шел туда, делал дела. Если был это танцевальный клуб, значит, я танцевал. То есть, ну вот если было там выступление ЗАЗа, значит, я там хлопал, пел. Подожди, ну, есть же проценты здравомыслящих, адекватных людей, которые не смотрят на других, как я вот тоже, я никогда в жизни никому не завидовал. Если у кого-то что-то там случалось в жизни, что мне там нравилось, например, я не думал, типа, ах ты, сука, вот там, нет, о, круто, вот он смог, и я смогу вот так, что мне надо сделать, чтобы у меня так тоже было. Все. Это образ мысли, да, такой. Вот, и Это классно. поэтому и люди это вот во всем. Ну, типа, ты либо говно, либо ты не говно. Если ты говно, то ты будешь и конкурировать, и завидовать, и писать говно в комментариях, и прочее, И прочее. Поэтому, ревновать, и все остальное, но, к да. сожалению, Согласен, да. процентное соотношение, ну, оно удручающее. Так, Ну, давайте блин, двигаться. инструменты. Давайте двигаться дальше. Почему ЛГБТ-люди хотят или не хотят объединяться в сообщество? Ну, вообще, оно надо или не надо? Потому что кто-то иногда говорит, вот бы встретиться, вот бы там куда-то пойти, а давайте там соберемся. А кто-то говорит, блин, не хочу с русскими там геями встречаться, общаться. И таких тоже очень много. Я вот прям вот здесь, в Нью-Йорке, таких встречаю часто. Почему так? Слушай, ну, мне кажется, тут вот это же вот продолжая тему, которую затронул Кирилл относительно вот от того, что гей приходит в клуб, условно говоря, и видит феминного гея, и такой типа, я помню, знаешь, вот я вот рассказывал уже про эту историю, но я так более подробно расскажу. Я как-то со своим первым парнем пришел в гости к его лучшему другу, а у него вот с его партнером он жил вместе. И вот там была какая-то вечеринка, прям собрали много геев так вместе. Это первый раз было в моей жизни. И вот у него партнер такой, он такой типа, ой, девочки, вот это вот вся история, там мы пошли туда-сюда. Ты знаешь, я помню, как мы вышли из этой квартиры и стояли, лифт ждали, я такой красный стоял, злой, я такой, я больше никогда сюда не приду, вот из-за таких вот людей, как он, геев и ненавидят. Вот это он виноват за то, что меня булят, за то, что меня избили на улице, это вот он. Вот понимаешь, что в голове у меня творилось тогда, что это вот насколько вот мы себя не любим, что мы находим в себе причину, что оказывается, типа, потому что другие геи феминны, как бы, Подожди, почему человек не имеет права быть феминным? доля правды в этих словах есть, что я не говорю, что это плохо, но просто оно так и есть, что из-за феминных геев создается общий стереотип, что все геи такие. Это правда. Ну, Так что это плохо? Ну, нет, хорошо, стереотип может быть, Феминные но разве это тоже имеют место плохо? быть. Да, да, почему но я они не имею в виду, имеют что права когда быть, да. Хоть натурал секунду, думает, что гей... почему всех раздражают феминные геи или феминные мужчины? Нет, И я имею геев, в и виду, стрейтов, что и благодаря натурал. ним это неплохо, это просто, это факт, это данность, его не изменить. Благодаря ним создается стереотип, что когда натурал представляет в своей голове гея, он представляет именно такого. И для него все геи такие. И я когда Хорошо. скауты Да, всякие... так а в чем там, плохого-то, да? нет, Да. просто ты так как-то сказал, как будто бы, ну, типа... Так я же говорю, я вот почему эту тему и решил озвучить, потому что
вот этот вот общество, которое вот существует, мы же все растем как бы в гетеросексуальном обществе условно, да, которое говорит про то, что типа вот геи, они манерные, и вот это все, и каким-то образом, и вот почему идет этот хейт, каким-то образом у тебя в голове, я про себя сейчас говорю, у меня сформировался образ, что если бы типа все геи были как нормальные мужики, вот тогда бы нас никто не обижал, и тогда бы, типа, что нас обижает не за то, что мы, типа, спим с мужчинами, а за то, что мы, типа, женственные. Ну, понимаешь, я говорю, это не имеет никакого смысла. Это вот логика 16-летнего мальчика, и вот откуда, мне кажется, вот идет вот это вот от сепарирования, от сообщества. Типа, я не они, я типа, straight gay, понимаешь, вот. Ну, Прям в этом хочу тоже поспорить. Straight гей? Давай, давай, Прям давай. хочу поспорить. Я Да, вспоминаю, мои адвокаты так, тоже смеялись. так как в Нью-Йорке я был и участником, и организатором ЛГБТ-встреч, групп поддержек и так далее, и к нам за годы приходило огромное количество парней, и разных, и феминных, не феминных. На самом деле, когда приходят такие более женственные, феминные парни, с ними веселее, ярче, они какие-то истории рассказывают, все смеются и так далее. Это первое. Второе, я Да, также вспоминаю встречи, когда не было таких парней, все такие сидели в куртках, мы мужики, и на самом деле да. от этого ничего сказать, что и всем такие бро, знаешь, типа такая мужская энергия, и как будто бы от этого что-то происходит. Нет, наверное, просто быстрее появляется алкоголь в таких пространствах, и на этом, собственно, все. Но от этого, Согласен. никакой магии не происходит. Ну, по моему опыту, что когда, я опять же говорю, когда делал каминг-ауты, там, на работе, кому-то еще, и многие удивлялись, типа, блин, я думал, там, ты такой, типа, женщина, а ты, типа, нормальный. И у них в голове что-то менялось, и они, как бы, ну, Так ты нормально. нормальный? Да, нормальный. Вот. Поэтому Ох, я слава думаю, богу. что доля в твоих вот этих 16-летних, как ты сказал, мыслях тоже есть такая, что если бы, допустим, было бы больше бы открытых геев, не феминных, тогда бы и отношение бы чуточку было бы другое. Ну, здесь я хочу отметить, что быть открытым геем не означает быть проработанным человеком, да. Все-таки вот то, что я услышал вот в этом диалоге, первый момент, на самом деле, это все от травмы идет. Я как человек, который тоже прошел через большие вот свои эти ментальные проблемы, я могу сказать так, что первый момент, когда у тебя ко всем есть вопросы, это в первую очередь про то, что у тебя есть какая-то форма травмы. И все эти вот эти негативные реакции, они же оттуда проистекают. И второй момент, то, о чем мы сейчас говорили, по факту, это все работа стигмы. Это то, как работает. Мы не можем это выкинуть за пределы, потому что вот у меня мой бывший, он сейчас живет в Краснодаре, и он как-то, я ему позвонил буквально, вот когда случились первые рейды, по-моему, в прошлом году были первые рейды на клубы, и мы с ним, ну, я подумал, да, я позвоню вообще, узнаю, как он поживает, потому что вышел новый закон, и он говорит, да вы задолбались с этими радужными флагами. Я говорю, а когда ты успел от них устать? И говорит, что ты, подожди, ты выходишь в Краснодар, центральная улица, все увешано радужными флагами. Ты заходишь в Сбербанк, там, знаете, за место флажка Сбербанка у работника банка стоит радужный флажок. Когда ты успел устать от этого? Поясни. Да. И что Ну, он то есть, сказал? ну, он сказал, он говорит, типа, вы вот такие, вы ходите, заявляете, что вы гей. Я говорю, подожди, я что, стою, не знаю, там, на Арбате, с огромным плакатом, я гей, подходите, понимаете, я что, бесплатный майонез раздаю, что происходит? И это тот самый момент, когда, если ты начинаешь об этом думать, то складывается просто все в один большой пазл. Есть геи, которые, то есть у стигмы есть 3 столпа. Первое, выделяется какое-то отличие. Второе, этому отличию приписывается негативная коннотация. И третий столб – это деление на нас и их. То есть, например, например, мой бывший, вот он увидел, что, например, кто-то делает камин-аут, и он увидел мой камин-аут, да, потому что он на меня подписан в Фейсбуке. И после этого он, например, сказал, вот я молчу про себя, я гей дома, а ты ходишь. И вот здесь это то, как сработала стигма.
И поэтому многие, неважно, в эмиграции, не в эмиграции, вообще здесь не имеет никакого значения. Люди едут со стигмой. Абсолютно многие. Поэтому здесь вопрос исключительно в том, насколько ты проработан. Я, например, честно, за много лет психотерапии я просто пришел к одному выводу. Когда у тебя внутри все ок, то у тебя вопросов ни к чужой феминности, ни... Вот я помню, у нас была ситуация в чате, когда мы только... То есть это моя волна миграции, это 2023 год, я приехал в Мексику в июне месяце, и в сентябре я перешел границу. И вот в июне месяце, это, по-моему, было 20 июня, Мехико, гей-парад. И у нас один парень, короче, он тоже с Москвы, он решил на этот гей-парад идти в собачьей маске, у него поводок был, он там какие-то кожаные трусики пододел. Ну, то есть он прям решил оторваться. И он, значит, выкладывает это в чат, господи, сколько хейта он сорвал. Казалось бы, чуваки, расслабьтесь, это его вообще дело. От геев, скорее всего. Это наш чат-комьюнити, да. И, то есть к нему, простите за французский, доебались просто. Просто потому, что он решил одеть эту собачью маску. Честно, я тоже не понимаю этих собачьих масок. Ну, то есть от слова совсем. Но, как бы, это не моего ты дела. квадробер? А? Что писали, что он квадробер? Это квадроберство, 100%. Да. Вот. Поэтому, когда ты просто думаешь про это, ну, камон, ребят, расслабьтесь, это его жизнь, он захотел так пойти одеться. В чем проблема? По поводу того, как принимать весь негатив через смех, это определенный навык, это как научиться на велосипеде ездить. Ты просто, знаешь, ты с годами обрастаешь просто вот этой корой, которая непробиваемая. Поэтому, блин, я тебе завидую. Подожди, я начинал в 2018 году вести все свои блоги. Смехотерапия с Еленой Степаненко. Господи. У меня, кстати, есть Вероника Степанова. Да. Ладно, неважно. Короче, 6 лет назад я принимал каждый негативный комментарий, там чуть ли не состязание. А сейчас вообще, меня только все это веселит. Думаю, боже, еще один придурок. И все. Вот вы уже пожили какое-то время за границей. Есть ли какое-то отличие? Ну, я даже не могу говорить про какое-то несуществующее ЛГБТ-сообщество в России, потому что его, сейчас его в принципе уже ничего нет. Вот, давайте, если есть у вас вдруг такие наблюдения, русскоговорящее ЛГБТ-сообщество за рубежом, да, в эмиграции, и англоговорящее сообщество. Ну, вот вы живете в Лос-Анджелесе, я в Нью-Йорке, Стас в Лондоне. Вот чем занимался... Кирилл начал нашу встречу с того, что он занимается заключенными. Вообще, это первый раз это слово прозвучало в рамках гей-чата. Это просто вообще crazy. Вот чем занимаются они, и чем занимаются русскоговорящие и англоговорящие сообщества? Слушайте, я вот могу пример свой привести. Я когда вот приехал в LA, так как я, все по-честному получал убежище как LGBT-иммигрант, и, да, который от преследования уезжал, и у меня было вот, знаешь, такое какое-то реально ощущение, что я вот сейчас вот прибегу на Уэст Холливуд, знаешь, типа вот, и там люди такие: добро пожаловать, мы так рады тебе. Оргия. Нет, не бесконечная оргия, а просто типа с флагами, ты наконец-то на свободе, ты с нами, типа вот и все, типа все, теперь жизнь налажена. И ты приходишь на Уэст Холливуд, и все на тебя похуй. Ну, то есть, в смысле, как бы, типа, ты просто ходишь и как бы, и какое-то вот это вот... Я понимаю, что, может быть, у меня завышенные ожидания были, что-то, ты приходишь, и всем реально друг на друга абсолютно пофиг. Ну, то есть, типа, и вот это ты вот какой-то вот неожиданный какой-то... она не холодность, она просто нормальность. Ну, типа, просто люди разные, вот как ты пришел в любой другой клуб, там же не обязаны с тобой все общаться, тебе спрашивают, как у тебя дела, как ты чувствуешь себя здесь в США, и как тебе на свободе вообще от всех этих стереотипов и прочего. Как бы люди просто ходят, да. У меня, кстати, был такой эффект, когда я первый раз был в США в 2013 году в Лас-Вегасе. У меня был английский просто нулевой. Но люди, когда я им говорил, что я из России,
они почему-то все со мной общались, ну, на английском языке, американцы там, ой, а как, во что вы, вот мы слышали. То есть там то ли только закон этот вышел, то ли как, я вообще не понимаю, откуда у них была осведомленность, но я прям помню какую-то заинтересованность. Я не знаю, у меня как-то в жизни так складывалось, вот как-то логично все, понимаешь? И для меня Ага. вот эти ощущения, когда я вернулся в Москву, мне в тот же день мне хотелось, верните меня в аэропорт, пожалуйста, я не хочу видеть эту серую страшную Москву, потому что я почувствовал какую-то поддержку от абсолютно незнакомых людей в США, в Лас-Вегасе, без вообще знания языка. Они там, ой, да, мы там тебя как-то поддержим. Вот у меня был такой эффект. Я считаю, Ну что вот вот то, что видишь. ты говоришь, что всем похуй на тебя, это прекрасно, потому что я вот как человек, который, типа, я ненавижу там лезть в чужую жизнь, следить за кем. Мне всегда было похуй. И когда я Мгм. приехал и понял, что тут всем похуй, я думаю, господи, я дома, мне на них похуй, и им на меня похуй. И мы живем просто прекрасно существуем. И ты можешь делать, что хочешь. И классно, что вот еще британцы, они снобы, они не ходят и тебе вот это фейково на улицах не улыбаются, никакие смолток им вообще не свойственны, это прекрасно. В лифте никто с тобой не здоровается, и я прям, вот мне очень здесь это все нравится. Но при этом, здесь тоже все как бы толерантно открыто, ты можешь ходить голый, хоть в купальнике, хоть в парике, хоть что угодно можешь делать. Весь центр увешан гей-флагами, и всем плевать, всем похуй. И я считаю, что это идеально. Я всегда говорю, что, допустим, в России такое пристальное отношение к геям, а вот в Америке, по крайней мере, в фильмах или вообще, ну, на Западе, да, там этих геев постоянно пихают, это продвигают, 88 гендеров и вот это все. Я считаю, что там тоже не совсем правильно. И мне всегда хотелось сказать, типа, да отстаньте уже, геи сами разберутся, как им же просто отъебитесь уже. И вот я сейчас пребываю в той, как будто в этом пространстве, где как будто бы всем плевать. И это прекрасно, мне кажется. Блин, ну это прикольно. Спасибо, Стас. Я никогда на это не смотрел с такой точки зрения, да. Мгм. Мгм. Но А что американцы, ты? вот по моему опыту, это как раз опыт нашего прайда, потому что я вот недавно, есть такое сейчас белорусское квир-СМИ, и у них там было такое видео про то, как там то ли в Польше, то ли вот где-то в какой-то европейской стране был прайд, и вот активисты от этого СМИ, они туда, значит, пришли на этот прайд, вот с этими заявлениями, и там такой как бы посыл видео был в том, что прайд уже не тот, он не выполняет свои функции и так далее. И как бы ну, то есть раньше, например, вот, то есть, когда ты изучаешь историю там, да, квир-движения в Америке, да, то раньше, наверное, прайды действительно имели такую настройку, да, функцию правозащитную, да, что вот мы есть, там, мы за наши права, там, ну, в общем, все по тексту. А сейчас это просто один большой фан. И для меня, например, это очень забавно, когда ЛГБТ какие-то организации, они хотят, то есть это русскоязычные ЛГБТ-организации, неважно где, они хотят прийти на эти прайды вот с этими заявлениями «Наша любовь не экстремизм». Ребята, вообще всем любовь ваша, экстремизм ваша любовь или нет. Ну типа американцы не хотят этого знать. Они пришли сюда набухаться, помахать радужными флагами, повеселиться, и вот эти все нарративы типа про то, как вам опасно в России, мне кажется, для этого есть какие-то отдельные форматы площадки, где вы можете говорить об этом. Но, и знаете, есть английское такое выражение party pooper. Вот мне кажется, что иногда мы вот таким, ну, то есть ЛГБТ-комьюнити может выступать, русскоязычная ЛГБТ-комьюнити может выступать в качестве вот этого party pooper. Когда ты приходишь, все тут веселятся вокруг, а ты вот с этой миной все плохо. Наша любовь экстремизм. И ты вот Ты знаешь, я идешь не по вот этим... согласен. Я не Ну, согласен, потому окей. что, ну, как бы на параде есть место всем. Ну, то есть, как бы одни прошли, порадовались, другие погрустили, третьи в собачьих масках, четвертый вообще корпорация Apple проехал со своими сотрудниками. Ну, как бы всем свое, как бы, почему нет? И как бы, ну, как бы я вообще не берусь думать на то, хотят американцы слышать или не хотят. Как бы парад это я могу вообще выйти со своим месседжем, и неважно, кто там смотрит на него или не смотрит, каждый решит сам, для кого это важно. Сереж, вопрос в упаковке. Всегда вопрос Ну, в упаковке. но это, опять-таки, это же твое восприятие. Для тебя эта Да, упаковка работает, безусловно. для меня, например, нет, или наоборот, там как бы, понимаешь, то есть, и все.
Это дело вкуса. Мне очень нравится, тут в центре, в парке есть, возле Букингемского дворца, есть специальная зона со сценой, и ты можешь выйти один и пропагандировать все, что ты хочешь, выступать один. И если кто-то соберется вокруг тебя, пожалуйста, все послушают. То есть это специально вот такая нейтральная зона, где каждый может говорить все, что ему хочется, призывать ко всему, что ему хочется. И про Круто. гей-парады, честно, я ни разу не был на гей-парадах, и у меня нет какой-то задачи и цели туда пойти. Я не понимаю, для меня вот, типа, борьба за права, там что-то еще, типа, вот мне важно, чтобы на законодательном уровне были права защищены. То есть, ну, как бы, а вот эта вся мишура, мне непонятно. Ну, сразу две темы у меня из этого вырастает. Одна как раз-таки по поводу того, что вот отношения, то есть вот эти вот запреты ЛГБТ в разных странах, они формируют как раз-таки вот это разное отношение к парадам, и то, что для кого-то это праздник, для кого-то это уже там типа борьба была за права, для кого-то они там уже что-то раздеваются, танцуют голыми попами, ходят, и типа, мол, какая-то типа борьба за права, это уже какой-то садомия. Ну, опять-таки, даже геи сами про это тебе скажут, вот и примеры у нас уже прозвучали тоже, да. Это из-за того, что у всех разная ситуация в своем регионе, в своей стране, и из-за этого и отношение к этим парадам, то, что на них происходит, разное. А что касается вот того, что ты не ходишь, ты сказала, да? Потому Ну, просто, знаешь, мне что на кажется, законодательном уровне, вот. не, мне Потому важно, что, не нужно вот парады, мне вот чтобы, чтобы я мог замуж выйти, там, еще что-то там, да-да-да. вот это все. Это мне вот, мне Ну, это достаточно. смотри, это, мне кажется, здесь есть такая функция того, чтобы она напоминала, что мы есть, да, то есть мы... Вот смотри, я понял тоже одну тему, что мы вообще многие, я не буду, говорю, окей, за себя. Я, например, вообще ничего не знал о развитии квир-культуры и намеренно этого избегал. То есть я не знал, как она зарождалась, где она, как начались защита прав, как вот, значит, движение ВОК началось, вот это вот все. Я в 2021 году как-то сходил на свидание с одним парнем, который, ну, он прям все знает, и он так это интересно рассказывал, и мне стало так стыдно. Я думаю, мне, сука, 30 там, 1 или 3 было года, я не помню. Короче, я ничего за всю свою жизнь, ну, типа, я, ну, знаешь, типа, как, не знаю, словно ты там твоя национальность белорус, а ты вообще ничего про нее не знаешь. То есть, да, или вот ты вот гей, это твоя национальность, а ты ни хрена не знаешь, как бы, как откуда это пошло, где мы стали, как это начали защищать, через что люди проходили. И вот когда он рассказал Все-таки ты про это поддался все, гей-пропагаганде, да? да, я поддался гей-пропаганде вообще. Я И просто Конкретно. не понимаю, зачем нужен да, месяц, Олег, вот этот скажи. гей-месяц, типа прайд, да, когда у меня весь год гей-год. Ну, типа, почему месяц? У меня весь год. Так он не для тебя, в смысле, он для тебя же, типа, чтобы люди не забывали, что вот сколько людей погибло, защищая на первых парадах, которые умирали за наши права, чтобы мы сейчас такие говорим, мне просто Ладно, нужны сейчас много законы. всего открытого, хер кто забудет. Геи, Ну, мне кажется, много я, всякого. например, я тебе могу сказать, что многие геи даже не знают, кто за их права боролся, и кто погибал, и там и Харви Милк им тоже ни о чем не говорит. Друзья, поставьте лайки этому видео, если вам кажется тема актуальной. Могу сказать, что мы, не знаю, даже половину, наверное, не озвучили сегодня того, чего бы нам хотелось. Ставьте лайки, если вы бы хотели, чтобы мы в будущем еще вернулись к этой теме. С этими участниками, с новыми участниками мы будем рады пообщаться. Давайте попробую еще один последний вопрос в завершении. Вопрос, который я задавал здесь, в Нью-Йорке, ребятам. Когда я проводил различные встречи, мероприятия какие-то для русскоговорящего ЛГБТ-сообщества, я задавал вопрос, ну, типа, а что вам хочется? Ну, то есть было такое ощущение, что, ну, там, кто-то ходит, тут не ходит, нам что-то нравится, не нравится. Я говорю, хорошо, а что вы хотите, чтобы мы делали, чтобы мы проводили, как это выглядело? И, честно говоря, я это делал и в письменном виде, я говорю, ну, вот напиши мне, вот ответь на пару вопросов. И голосовые такие я делал чаты в Телеграме, и не нашлось какого-то ответа. Есть у вас какие-то мысли
Чего бы вам хотелось от русскоговорящего ЛГБТ-сообщества? Мне кажется, что есть уже какие-то готовые модели, которые можно брать. Мне кажется, главное это просто создать этот график и вести его на регулярной основе, и он начнет формироваться. Например, там то же самое, там условно какая-то психологический кружок, там, где люди приходят и о чем-то говорят, там, да, вместе с куратором, там, да. Ну, то есть это я прям реально беру примеры того, что я работал в ЛГБТ-организации 7,5 лет, встреча называется в Беларуси. И там вот это было. Там были какие-то ивенты, которые типа там, ну, там типа пойти вместе потанцевать, там, да, пойти вместе на хайк, там, пойти, ну, это здесь можно сделать, там, да, там, опять-таки, образовательные какие-то фильмы смотреть, там, типа, раз в неделю. Столько фильмов вообще выходит интересных, классных, которые никто не в курсе вообще. Ну, вот мои предложения. Вот ты здесь в рамках гей-чата рассказывал, Стас, что ты шел по Лондону, к тебе подошел русский парень и говорит: Стас, это ты типа здесь, давай, у нас вот есть встречи там ЛГБТ русскоговорящих, мы тебе там сейчас поможем, какие Ну, бумаги заполнить и так далее. не просто ЛГБТ-встреча, у них именно по теме беженства. То есть мне Беженство. То есть прям, вот, прям как надо мне матч, да, на встреча. Тиндере, да, матч произошел. Вот что еще? То есть, видишь, люди организовали это, собрали информацию на русском языке и помогают. Вот тебе помогли, прям вот просто на улице на тебя свалилось. А что еще хотелось бы от Я ЛГБТ-сообщества? считаю, делать крутые интернет-ресурсы на том же YouTube и делать какой-то материал, потому что перед тем, как ехать в Англию, я такой думаю, так, сейчас я все загуглю, сейчас я все узнаю. Ага, ни одного гея нет открытого в Лондоне и в Англии вообще в целом. Ни одного нет А нормального. Шура Стоун? Кто? Шура Стоун? Ну, он же не беженец. И Он беженец. ну, я не знаю, я пишу Шуре, он один раз у него заказывал поздравления, вот эти, которые он делает, он сделал, а чтобы пообщаться, на контакт не выходит. Я бы с удовольствием бы Эх, встретил. Шура. Да, пристыдите ее, пусть ответит. Вот. А вообще, в целом, ну, типа, вот я сейчас прохожу какие-то вот моменты сам, я думаю, вот это непонятно, вот это непонятно. То есть тут как меня больше, конечно, в теме беженства интересует. Вот. Ну, и ЛГБТ беженство в том числе, потому что там тоже есть свои определенные нюансы, там, в плане кейса и прочее. Вот мне этого не хватает, потому что я как человек вот такой интернета, и мне нужно все смотреть, все читать, и как бы вот этого не хватает. Я думаю, что не только в Англии, вообще так много где. Чтобы я просто мне надо, чтобы вот прям по инструкции. Первый шаг, второй, третий, четвертый, пятый со всеми нюансами. Вот такого нет. Вот я сейчас как пройду вот это все, я вот сам тогда запишу, раз никто это не может сделать. Ну, у меня, посмотри, у меня же есть YouTube-канал, он не по Британии, но я думаю, что примерно при составлении кейсов что должно быть похоже все. Я уже Нет, И почти, я как раз я экономлю разное. на уже, этом. я уже почти со всеми вопросами разобрал. Тут, понимаешь, именно всяких бюрократических всяких вопросов куча, которые просто приходится, да. И я не думаю, что там как в Америке, все равно системы разные, там вот это все. Ну да, да, И вот да. эти нюансы меня раздражают, и я вот каждый раз в стрессе что-нибудь произойдет, я что, куда, чего, начинаю везде там. И, конечно, было бы классно, если бы был бы какой-то определенный инструктаж. Супер. Могу сказать, в Нью-Йорке у нас такое есть. Это точно. Кирилл, ты как соорганизатор, как тебе кажется, изнутри, так сказать, процесса ты находишься, чего бы ты еще хотел добавить, чего, может быть, не хватает русскоговорящему ЛГБТ-сообществу? Первое, что я хочу отметить, мы об этом очень много в нашем комьюнити говорим в составе борда, о том, что ЛГБТ-организация в миграции, она не может выполнять функцию тамады только. Да, то есть понятно, что там охота, песен, плясок, но реальная жизнь, она тебя в какой-то момент должна настигнуть. И вот на данный момент, например, то, что происходит, например, с нашими ребятами, это то, что они находятся в детеншенах, и это означает, что ЛГБТ-организация должна еще выполнять и функцию правозащитной организации. Потому что если бы, например, я тоже сидел в детеншене, да, я 32 дня находился в заключении, и это ничто абсолютно по сравнению с тем, сколько сейчас ребята сидят. У нас некоторые ребята сидят 9 месяцев. Есть один парень, он не ЛГБТ, он вообще 442 дня отсидел. Поэтому, когда ты видишь такие истории, то ты понимаешь, что
ну, как бы эти люди остались один на один с этой системой. И поэтому уходить только говорить о том, что давайте устроим вечеринку, да, потому что мы хотим иметь фан, это, наверное, было бы вообще несправедливо по отношению к этим ребятам, потому что очень многие ребята остались, ну, у них нету, они потратили все свои деньги в Мексике в ожидании своего аппоинтмента, чтобы перейти границу. И, соответственно, например, у них нет денег на адвоката. Вот то, что в последнее время мы делали, мы узнали о том, что есть такая организация ACLU, она очень большая. Они подали коллективный иск против ICE офиса в Новом Орлеане, как раз Detention Луизиана относится к этому офису. И поэтому мы вот собирали по всем детеншенам и кинули клич, ребята разнесли по юнитам там у себя в детеншенах, и мы собирали их имена для того, чтобы подать эту информацию в ACLU, и вот 25 января будет иск слушания по этому иску в Вашингтоне, и мы очень надеемся, что это поможет, потому что на данный момент, я не знаю, как кто, но порой меня это очень сильно убивает, я злюсь, честно. И у меня есть такое ощущение, что у многих людей есть задача просто приехать в Америку, но они не понимают, что, например, вот сейчас с приходом Трампа, да, может начаться какая-то история, потому что если читать, например, СМИ, он вообще хочет аннулировать все те кейсы, которые прошли через CBP-1. А это моя история. То есть это означает, что мой кейс, он просто под ударом. Опять же, поживем, посмотрим, но на данный момент, например, основная задача нашего комьюнити заключается в том, чтобы создать некую коалицию из правозащитных организаций Америки для того, чтобы они помогли нам разобраться в дальнейшем, если возникнет такая угроза. Поэтому мне кажется, тебе нужно еще заняться писательством. Наверное. У тебя прям вот. полет мысли прям как полетел, и вот все, и прям, и лети. Слушай, у меня очень много... Ну, это важная тема, да. Вот, и это поэтому ЛГБТ-организация, она вот должна, как сказать, выполнять такую правозащитную функцию. Я поэтому сейчас и учусь в школе правозащиты Елены Боннер, уже второй месяц, по субботам просыпаюсь в 3 часа ночи, чтобы по Москве смотреть лекции. Какой ты молодец. Прекрасно. Да, конечно. Спасибо. Спасибо. Друзья, если поставите достаточно лайков, мы обязательно снимем вторую часть по этой теме через какое-то время, и я обязательно хочу поговорить про то, как ЛГБТ-сообщество выполняет функцию тамады, потому что, мне вот скучно, печально. И мы обязательно еще поговорим в следующий раз про то, что людям нужно. Вот вы-то недавно здесь, год-два находитесь. А что нужно ЛГБТ-сообществу, когда оно уже 5 или 10 лет живет за границей, и все вот эти вот вопросы решены, и вот что тогда? Вот это мы оставим... На Burning Man ехать. И на Burning Man в том числе, да. Мы это оставим на следующий раз. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, пишите ваши комментарии, мы все читаем, отвечаем. Спасибо вам, парни, что нашли время, возможность. Я очень рад с вами увидеться вот так вот еще раз вновь. Я не знаю, кстати, вы знакомы или нет, вы встречались когда-то в Лос-Анджелесе. Надеюсь, что после сегодняшней встречи... Надеюсь, что это произойдет. Вот, друзья, встречайтесь, общайтесь, дружите, и давайте уже как-то объединяться уже во что-нибудь. Вот, всем хорошего дня, увидимся в следующих выпусках Гей-чата. Всем пока. Спасибо большое. Пока. Ася, любви и удачи.